Всем привет! Здесь я хочу представить, что можно сделать, если не работает полифонический динамик на Xiaomi Redmi 4X. Как можем видеть, в данном случае звук не воспроизводится. Представленный смартфон мне принесли на ремонт в связи с тем, что в сервисном центре за устранение данной неисправности запросили 1500 рублей. В качестве временного решения такой проблемы можно воспользоваться беспроводными наушниками. Реализацию таковых из обычных я представлял чуть ранее с помощью беспроводного адаптера. Прежде чем приступить к замене динамика, рекомендую определить модель смартфона. Такую информацию можно узнать в настройках самого телефона, но порой она бывает недостоверной. Поэтому можно попробовать определить марку устройства по информации, имеющейся с обратной стороны. Правда, если она там будет. В текущем случае, по указанным данным, модель смартфона совпадает с той, что приведена в настройках системы. Соответственно, останется приобрести динамик. Также потребуется несколько маленьких отверток. Безусловно, перед разборкой телефона его нужно выключить и извлечь из него лоток для сим-карт. С боковой стороны смартфона между дисплеем и корпусом ногтем можно найти щель, в которую следует установить пластиковый медиатор. И, проходясь по периметру, аккуратно ослабляем защелки, разъединяя заднюю и переднюю части корпуса. Конечно, можно воспользоваться тонким металлическим шпателем или канцелярским ножом, но в этом случае есть вероятность повредить корпус и оставить дефекты. Разобрав смартфон, с задней части крышки отстегиваем датчик отпечатка пальцев. Как можно видеть, снизу располагается динамик. Тут же выяснилось, что в магазине мне его дали не от той модели, о чем говорят намного большие размеры. Поэтому я решил снять нерабочий динамик, открутив все винты, которых здесь 6 штук. Сходив с ним в магазин, удалось добыть новый подходящий динамик. При сопоставлении со старым он имеет небольшие отличия, особенно по качеству сборки. Затем переношу зелененькую мембрану и устанавливаю новый динамик. Зафиксировав его, закручиваю обратно винтики. При этом рекомендую стараться не закатать их шляпки. Затем обратно подключаем датчик отпечатков пальцев и собираем смартфон, постепенно защелкивая по периметру. Установив лоток с сим-картой, включаю телефон. После его загрузки проверяем работу динамика. Как можем видеть и слышать, все успешно работает. И теперь звук воспроизводится. По стоимости динамик вышел 60 рублей, а за замену я ничего не взял. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.